Армии. Из ночи, наполненной светом и стуком сердец, неожиданный момент потряс миллионы армий по всему миру. Посреди, казалось бы, спокойной прямой трансляции Чингук внезапно замер. Его взгляд смягчился, слегка задрожал, словно что-то коснулось его глубоко внутри. Вскоре на экране появился Тэхён с теплой улыбкой и искренними объятиями. В короткой тишине мир словно замедлился. Чингук опустил голову, сдерживая эмоции, в то время как армии затаили дыхание, понимая, что они стали свидетелями момента, который был больше, чем просто единением, это говорили сердца. Тэхён подошел ближе, окутанный успокаивающей аурой, словно неся с собой тепло, которое все это время хранил в своем молчании. «Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке», — тихо сказал он. Его голос был спокойным, но полным смысла. Чингук поднял лицо, встретившись взглядом с Тэхёном. На его лице появилась легкая улыбка, едва заметная, но искренняя. Армии, наблюдавшие за происходящим, могли лишь смотреть, не в силах поверить, что они стали свидетелями такого момента. Камера запечатлела, как Тэхён обнимает Чингука. Не просто формальное объятие, а искреннее, умиротворяющее душу. Чингук на мгновение закрыл глаза, словно позволяя бремени, которое он держал в себе, медленно исчезнуть. «Ты много работал», — тихо прошептал Тэхён. И от одной этой фразы воздух, казалось, накалился от эмоций, вызвав слезы у многих армий перед экраном. Чингук сделал глубокий вдох, а затем усмехнулся. Смех звучал так, будто он только что обрел самообладание. «Щон, ты всегда появляешься в такие моменты», — сказал он. Тэхён улыбнулся, ответив взглядом, который говорил громче слов. Они смотрели друг на друга какое-то время, словно убеждаясь, что все в порядке, без необходимости в сотнях слов. Комментарии сыпались одновременными паническими и радостными. «То, что мы видим, правда, почему они так трогают наше сердце, момент Тэхёка в реальном времени». Атмосфера сменилась нежной, эмоциональной. Словно BTS дарили своим фанатам небольшой подарок, не музыку или сцену, а честность и дружбу, которые выросли за годы совместной жизни. Затем Тэхён сел рядом с Чингуком, все еще держа руку на плече Макне. «Ты выглядишь уставшим в последнее время», — сказал он, на этот раз тверже. Чингук слегка улыбнулся, словно не хотел признаваться, но и не мог отрицать. «Я просто много думал», — ответил он. Тэхён медленно кивнул, словно все понимал без дальнейших объяснений. Повисло еще одно короткое молчание, но это было не неловкое молчание, а очень близкое. Как два лучших друга, которые столько всего пережили вместе. Затем Чингук тихо сказал: «Я скучаю по всем». Тэхён пристально посмотрел на него, словно разделяя его тоску. Армии знали, что эти слова были адресованы не только Тэхёну, но и всем моментам, воспоминаниям и семье, что есть BTS. «Все вернется на круги своя», — уверенно ответил Тэхён. «Мы просто пройдем еще немного, прежде чем снова встретимся». Эти слова заставили Чингука затаить дыхание, а затем кивнуть. В тоне Тэхёна было обещание, которое не было произнесено вслух, но ощущалось как настоящее. Они вернутся вместе, сильнее. Внезапно Чингук рассмеялся и похлопал Тэхёна по плечу. У Хёна всегда найдутся слова, которые приносят покой в сердце. Тэхён ответил с озорной улыбкой: «Конечно, я Тэхён». Эта легкая шутка согрела атмосферу. Армии присоединились к смеху. Этот трогательный момент был связан не только со слезами, но и с утешением, которое создавало присутствие близкого человека. Тэхён взглянул в камеру, словно понимая, что за ним наблюдают миллионы глаз. «Позаботься о Чингуке, хорошо?» — сказал он армии. Эти слова разрушили атмосферу чата. «Щон нам доверяет, мы обещаем. Принесите салфетки, пожалуйста, это слишком эмоционально». Чингук покраснел и опустил взгляд от стыда. Он говорил немного, но его лицо выражало все: благодарность, любовь и чувство безопасности. Затем Тэхён нежно похлопал Чингука по спине, прежде чем отпустить его. «Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти», — сказал он. Чингук долго смотрел на него, а затем тихо сказал: «Я знаю, Хён». «Спасибо».
Простые слова, но с глубоким смыслом, показывающие, насколько сильна их связь. С этими словами Тэхён встал. «Хорошо, я пойду». «Не заставляй Арми снова плакать», — сказал он со смехом. Чингук надулся, «Это ты доводишь их до слез». Тэхён лишь улыбнулся и поправил волосы Чингука. Этот небольшой жест вызвал истеричные крики в комментариях. Перед уходом Тэхён еще раз обернулся и сказал «Горжусь тобой». Эта короткая фраза лишила Чингука дара речи. Его глаза наполнились слезами, губы слегка дрожали. Он сдерживал слезы не грусти, а благодарности. Такие отношения редкие, не просто коллеги, а родственные души. Когда Тэхён ушел, Чингук снова повернулся к камере. Он вздохнул, слегка вытирая уголки глаз. «Он всегда такой», — сказал он с улыбкой. «Он приходит, расстраивает меня, а потом так спокойно уходит». Арми одновременно смеялись и плакали, чувствуя искренность момента. Чингук смотрел на экран трансляции, словно желая обратиться к сердцу каждого фаната. «Не забывайте и об отдыхе», — сказал он. «Вы, ребята, говорите, что я должен заботиться о себе, но и вы тоже должны заботиться о себе». С этими словами двусторонние отношения между BTS и ARMY снова стали настоящими, не просто отношения знаменитости и фаната, а глобальной семьи, которая поддерживает друг друга. «В последнее время я слишком много думаю», — продолжил он. «Но я понял, я не один». Его голос был тихим, но полным уверенности. ARMY отправили тысячи сообщений со словами поддержки, признаниями в любви и обещаниями всегда быть рядом. И Чингук улыбнулся, на этот раз теплее, легче, словно бесконечный поток любви облегчил тяжесть на его груди. Он пригладил волосы и сказал: «Спасибо, что вы рядом с нами. Для меня. Для моих хёнов. Вы всегда были нашей главной силой». Эти слова были словно ответное объятие для ARMY. Не было ни музыки, ни большой сцены, только два сердца, подбадривающие друг друга, и миллионы сердец, соединенных вместе. В шутку Чингук заключил: «Ладно, хватит драмы на сегодня». Но его улыбка не могла скрыть глубокого чувства. «Я люблю вас, ребята», — тихо добавил он. Прямая трансляция завершилась теплом, которое осталось в сердцах всех зрителей, доказывая, что любовь между BTS и ARMY никогда не угасает, а только крепнет со временем. Сегодня вечером мы увидели не просто два человека у экрана. Мы увидели сердца, говорящие в тишине, объятия, полные тоски, и улыбки, рожденные искренним доверием. За блеском и гламуром мира и всем давлением скрывается Чингук, который продолжает учиться быть сильным, но при этом сохраняет свою мягкую сторону. Есть Тэхён, который как дом, теплый, надежный и всегда знающий, когда нужно прийти. Для ARMY мы не просто зрители. Мы – семья, которая растет вместе, заботится, поддерживает и любит безоговорочно. Этот момент напоминает нам, что их путь не окончен. Расстояние – это не конец, а скорее пауза, которая укрепляет наши связи. Так что продолжайте верить, держитесь вместе и продолжайте надеяться. Ведь однажды BTS вернутся, и ARMY всегда будут их домом, с той же любовью, даже сильнее, чем прежде.